2 минуты почти чистейшего контрабасового удовольствия. Голое колебательное ощущение как таковое. Это любовь контрабасиста к самому себе, понимаешь? Вот это вот. Я и мой контрабас, мать. То есть я слушаю всегда, мне нужен вот такой звуковой посредник. Анслит 15, минус 16, литература и труд, конфликт, сообщество. Текст страница 13, строка 13, всего страница 83. Собственно, контур этой субъективирован. Бодлер — это последние ключи. Бодлеру читатель жест, мой брат. Проститутка лишь обещает клиенту любовь, но по факту продает лишь ее суррогат своего тела и себя как товара-фетиш. Но она в этом не виновата. Сама сексуальность приобретает в современности форму товара. Не мудрено, что результатом покупки ее частичных органов оказывается репрессия сексуальности как таковой. Но проститутка — это товар, у которого есть душа. Проститутка как аллегория сексуальности в эпоху позднего капитализма намекает на щиту и ревность человеческой любви, открывшейся только в современную эпоху, что, разумеется, не означает, что ранее в средние века, эпоху Возрождения, в классической или романтической эпоху она была чем-то иным вечным, священным. Сексуальность только пыталась быть этим иным, скрывая, обнажая или обещая избыточно и невозможное. Неудивительно, что человеческое в сфере сексуальности постепенно становится вообще излишним, а на смену проституции приходит секс с андроидом, компьютерной программой и так далее. Да. Что есть искусство? Проституция. Шарль Бодер. Дневники. Фейерверки. Главное сходство поэта с проституткой в отношении последней к любви, если она и ожидает ее, то лишь по ту сторону ставшего наемным трудом секса. Что современный поэт может противопоставить товару, вернее, как с ним тягаться в борьбе за популярность. Только осознать товаром себя самого, подобно проститутке или пролетариату, пора превратить мою привычную пытку, то есть труд, в беспредельное наслаждение. 9. Тем самым он вроде 7. Вильянов. Маски времени. 187. 8. Бодлер Ша. Дневники там же. 281. Бодлер Ша. Гигиена там же. В этом трагичность и положение поэта современности его лирика, чтобы быть честной, должна быть освящена собственной невозможности. Но с другой стороны, для поэта открывается возможность оторваться летим в 15-16 раз 20 миллионов 141 тысяча 111 от привязанности к сексу как таковому. Чем больше мужчина культивирует искусство, тем меньше его стоит.
Происходит все более и более ощутимый разрыв между духом и скотом. Только у скота стоит как след. И вот это велит народа 15. Преодоление сексуального желания, вернее заблуждение его счет, при вызывании к нему становится бессовестным, а вернее палевого буржуазного поэта его политической задачей, если не добродетелью. Нет, это форменное безобразие. Вот. Почему? Это мешанина тут, в общем, на этом можно, да, оборвать. Пока. Все вот эти книги ИЖЗЛ, да, то есть таким написанные полубеллетристическим слогом, то они очень хорошо приучают читать так быстро. Вот. Но какое-то время читаешь помедленнее вот такие научные тексты, и то не все, есть очень хорошие тексты, которые не требуют такого замедления. Ну и по первости сбавляешь скорость там, когда стихи читаешь. Ты читаешь стихи так? Ну вот через эту штуку. Вообще, когда есть, допустим, где-нибудь там одно стихотворение небольшое в сети, там, да, где-то еще, или я могу его глазами просмотреть. Но когда я хочу почитать большую подборку или там книгу стихов какую-нибудь, я не могу это все глазами, мне неудобно, и внимание сконцентрировать, то, конечно, я его слушаю. Я так прослушал там собрание Хлебникова, например. Ну, Введенского я так всего перечитал, да. Ему трудно с текстами типа Введенского и дальше, современной поэзии, где там, допустим, знаки препинания вообще все снимают. Он торопится, но привыкаешь как-то. Это дело просто привычки, это дело нажимное. Было бы желание. О свободе ли, леса, о высоких ли холмах, о лугах ли зеленых, о полях ли просторных. Скучно ли на жорочке сидеть и из оконца на солнце глядеть. В солнечном ливне ты купаешься, песни чудной заливаешься, старое ли вспоминаешь, свое горе забываешь, семечки клюешь, жадно водичку пьешь. 6 апреля 1897, 2. Я сею в свою зелень, и мир хотел в свою хотель. Мне послушно извивались звезды в флаг и горужеток. Я сею в свою зелень, выполняя мир рок. И люди ужаснулись. Я сказал, что сердце современного руса висит, как недобыль. И люди раскаялись. Я сказал: о, разнитесь, смехачи. О, засмейтесь, смехачи. Я сказал: полой от бургов, уздука бензойлером. Я писал орлиным пером. Шелковой, золотой, оно вилось вокруг коррупости рыбы. Я ходил по берегу прекрасного озера в лаптях и голубой рубашке. Я был сам прекрасен. Я имел старые ветви кистей с круглыми шишками. Я имел зверь из двух тростин и рожка от длинного. Я был снят щелик в руке. Я в Петровске видел морских змей. Им, тарарах уздир. О, лебедева. О, азари. Вот мы видим плоскую движущуюся картинку, вот этот вот набор букв зеленый на черном, да, как у меня, и слышим такой вот тут тоже плоско звучащий голос, да. Но чтение это всегда подключение какого-то еще пространства, да, это вот раскрываются стены, условно говоря, и я вот внешне нахожусь в каком-то замкнутом пространстве, но я его не переживаю в этот момент как замкнутую. Когда ты погружаешься в текст, или когда ты общаешься с человеком, тебе как бы что-то начинает разворачиваться. Да? Это такое тоже, может быть, очень физическое ощущение. То есть вот у меня, например, в комнате тут она была короче раньше. Да, вот, там, где ты была, там был балкон. Да, вот ты сидела на подоконнике, на батарее, там был балкон. То есть она была раза, не в 2, но может в 1,5 меньше. Вот. И я тоже совершенно не чувствовал, что она маленькая. Хотя мне мама говорила, что она маленькая. Опять же, дело не в количестве внешнего пространства, а в том, насколько это пространство внутренне тобой освоено, насколько оно оккультурено, насколько оно человечное.
Я помню это ощущение, когда тут была сломана стена, и было очень пусто и голо, было не надышано, да. Ну что, где бармен? Ребята, где бармен? С тех пор, как тут были те люди, да. Теперь это пространство, да, теперь оно мое, теперь оно, да, вот, оно действительно. У меня такое ощущение, что природы просто так вот вне человека, для меня ее как бы нет. А как пахнет? Вы чувствуете, как пахнет? Вот я просто где-то один на природе нахожусь, ну, условно говоря, меня посадили на лужайку, где-то там в лесу, и родители там, или кто-то пошли грибы собирать. Я сижу, значит, смотрю на все окружающее пространство, мне, в общем, достаточно пусто, потому что я его не чувствую как пропущенное через себя, через какой-то эмоциональный, культурный, еще какой-то опыт, да, культурный опыт. Вот, но если кто-то, допустим, рядом начинает мне что-то говорить, там, я не знаю, о том же дереве, на которое я смотрел достаточно спокойно, я вдруг начинаю совершенно по-другому переживать. Или такая метафора, там, очень распространенная, что человек пытается из себя выбраться, да, ему в себе тесно, кожа его это какая-то граница. На самом же деле это не так, конечно, потому что без кожи мы бы не ощущали, да, кожа это такой орган восприятия очень, очень большой и важный, да, это огромное ухо. Я тебе говорил о том, что я практически идеально слушаю вот именно с синтезатором большую часть книг, лучше, чем, допустим, с голоса чтеца какого-то. Сам по себе он как бы не органичен, да, он не жив, но он становится посредником между моим живым восприятием и тем, что дает вот это культурное пространство, да, то, что я тоже по большей части воспринимаю как живое, да. Отсутствие человеческого голоса, может быть, оно убирает какое-то давление, которое извне, да, то есть я слушал много, как авторы читают стихи, меня это очень сильно занимает и так далее. И один раз он прочитывает один текст вот только одним образом. Если мы берем этот текст как что-то такое вот культурно значимое, то он всегда больше, чем то, что в один конкретный момент автор дает вот этот вот самый речевой синтезатор, как раз снимает вот эти вот эмоциональные, интонационные ограничения индивидуально авторские. С одной стороны, реализуется вот эта возможность любого текста для звучания, да, он звучит, как он может. А с другой стороны, он приближается в этом синтезаторе к тексту вот набранному, да, к тексту как таковому. Вот мне показалось, что это очень интересно соотносится с тем, что у нас получилось с терминвоксом. Он вызывает какие-то ассоциации с механикой, да, с чем-то таким вот там, тоже роботическим и прочее. А тот звук, который я по большей части делал, да, когда прикасался к антенне, он мне напоминал чирикни какой-то птицы.
Он постоянно колебался между вот этим механическим и этим чем-то птичьим. Это, мне кажется, как-то похоже. Речевой синтезатор, он, с одной стороны, да, механичен, с другой стороны, он как-то славит к живому. Само вот это прорывание как бы одного через другое, органики через вот эту вот механику, вот это пульсация, это такое вот мерцание какое-то. Я так это услышу. Так, а где мы? Почему? Алло? Сейчас я пока не сориентируюсь, как заставить его именно передвинуться. Скорее всего, это такая точка, где ты попадаешь туда и не можешь с нее сдвинуться. То есть это одно из таких мест, где можно только крутиться. Но ты можешь как раз вот на этой карте... Это прям микроистория про меня, да, как я тоже, попав в какое-то место и сев там, я не могу сдвинуться, да, уйти куда-то. Ну, ты можешь нажать на любую другую точку на той небольшой карте, которая здесь, да, там, где синим выделена, это та улица, куда ты можешь попасть. Вот. Туда пройти нельзя, я захотел пройти, да. Так всегда с пространствами географическими, да, и лучше с пространствами культурными и человеческими, где ты можешь. Прищурь глаз, высунь язык и скажи: я слад, я слад. Слух это вообще практически один из основных органов, да, моего восприятия. Ну, я говорю, да, я же даже вот основные потоки информации, когда читаешь, это проходит через слух. Или, например, я гораздо больше люблю вот слышать человека, там, говорить с ним по телефону, там, или по скайпу, да, и чем переписываться. Очень мало кто в переписке умеет быть близок эмоционально своей устной какой-то ипостаси, да. Ну и я тоже, я же вообще не так давно начал, в принципе, писать, ну то есть до какого-то времени я вообще практически не писал сам, пока мне не показали, что есть экранная клавиатура. Вот тогда для меня началась переписка. Для меня гораздо более естественно вот это вот слухоговорильная составляющая, да, вот это слухоговорительный канал, чем вот этот письменное чтение, да, вот это письмо и чтение. То есть я такой в каком-то смысле, как это сказать, фетишист на голоса, что ли. То есть если я слышу какой-то приятный мне голос, это может вызвать очень такие большие, сильные, приятные ощущения. Я не знаю, как у других, но вот для меня это важно. Допустим, когда я несколько дней, неделю, может больше иногда вообще ни с кем не общаюсь, у меня такое ощущение какой-то нехватки, да, чего-то не хватает. Нет, ну с этим можно жить, да, жить можно вообще со многим, да, с отсутствием многого. Я тебе говорил, да,
говорил неоднократно, что мне не хватает вот этого вот телесного контакта, мне не хватает прикосновения. Да, это, наверное, это всегда связано с тем, что вот эти мои непроизвольные движения, да, и люди иногда боятся лишний раз там, дотронуться, обнять, еще что-то. Им это... и я, собственно, иногда боюсь, то есть боюсь, что задену, да, это тоже по мне видно. И, наверное, это часто очень выстраивает какую-то дистанцию. Если я испытываю к человеку какие-то сильные эмоции, это на каком-то подсознательном уровне, хотя иногда это выходит у меня в светлое поле, то есть я это осознаю более-менее, но вот иногда мне кажется, что вот как бы вот, когда ты говоришь человеку что-то, ты хочешь, чтобы он ощутил это как какой-то физический контакт, как соприкосновение с тобой, да, то есть вложить в голос больше себя, больше чего-то такого вот телесного, материально ощутимого, да? Вот это я. Подожди. Кто делаешь? Я пытаюсь как-то двигаться, слушай. Окруживаюсь. А я что, да, я танцую. Ганя, как не пожалуйста. Подожди, надо просто, чтобы подождать, чтобы он расслабился. Он так ничего не Вот. Ничего, она отогнется сама? Нет, это так, там. могу оказать массажную помощь. О, да. Там внизу. О, да, это лучше. Вот. Это лучше. О, мой капитан, вы прекрасны. Она включит. Нет, это по часовой или против часовой? Прекрасно мне нравятся эти коллективные действия. Это шахусь. Отлично. Открутили по частям. Ура. Ура! По крайней мере, теперь не зацепишься. Да. Ой, У тебя такая дома штука тоже бывает, да? нет, у меня другой стул. А, другой. На него не зацепишь. А это походный, да? Это походный. Там, я хотел взять другой походный, он без спинки, но почему-то Татьяна Васильевна наставила, что со спинкой. Ну тебе она нужна, чтобы на ней лежать или что? Считалось, что будет удобно. Можно тебя было катить куда-то просто там. Да нет, я вполне нормально. Ой, Настя. Сейчас он ляжет просто. Настюш. Настя. Да, мы с Никитой вот уже второй день практикуем суровые массажи. Кстати, Никита, у меня синяк на спине теперь. Наверное, после кокоса это заработало Кокос? себе, да. Кокосом? Да, я лежала на кокосе. Вот один день я лежала на кокосе и заснула на нем. Я думал, сидела на кокосе. Нет. У меня был зажим на спине, вот я хотела его как-то разрешить, лежа на кокосе. А зажим это не мышцы, когда спазм, да? Да. Ну, не спазм, я не знаю, но они как-то скручивают. Ну так да, они сжимают нерв, да? О, мой капитан, вы прекрасны. Вот. И во второй день я уже лежала на кокосе и не заснула, но заработала синяк. Кокос большой слишком. Нет, нормальный, хороший был На кокос. самом деле, спать на кокосе это одно удовольствие. Это вообще Да. серьезно. Про кокос я вспомнил старый стишок.
Снаружи шоколадка, внутри кокос. Сначала было сладко. Настя там вонючие штуки убрала. Теперь понос. Сейчас, ну как же, сейчас у меня массаж, сеанс. Ничего, мы все успеем убрать. Посуду, да, мыла. Молодец. Тем временем мой чай еще не допит. Не, ну серьезно, если Да нет, книга, запах, это что Я понимаю, да, я понимаю. Я в жизни, конечно, никогда не убирала. Понимаешь, что Вообще не представляю, как все это делается. честно говоря. Ну, я попробую, в конечно. туалете все вываливается. Ты будь моим тьютором. Мы с Никитой давим друг друга локтями. Вот. Я тебя локтем не давлю. А, не давишь? А вчера Никит, ну иди А, помоги ну, Настю убрать. Она не знает, как. Я тоже не знаю, Наташ. Нет, ты знаешь, что твой кот наверняка не убирает. Это божественно. Я себя чувствовал таким целиком сплошным канатом перетянут. При этом очень горячим. То есть, при том, что мне было, конечно, хреново, это такое обратная, другая, что ли, такая зеркальная сторона. В принципе, тоже эрос такой своеобразный. То есть, все туго, все упруго, все горячо. Когда есть, допустим, очень сильное напряжение, которое ощущается, то ты, в общем, делаешь все, чтобы переключить от этого внимание. Тебя сдавливает отовсюду, тебя сдавливает внутри, да, тебя перетягивает и так далее, и так далее. Вот. И фиксировать восприятие на этом невозможно. Чем меньше ты это рефлексируешь, тем тебе проще. То есть я мало об этом говорю, именно потому что, ну, это тоже это такой инстинкт самосохранения. Мне сложно на это смотреть, ну, то есть смотреть на себя со стороны, вот, на видео и так далее, именно потому что я вижу вот это вот, то, что я чувствую, да, вот это напряжение, и оно входит в это самое светлое поле, да. Такая вот сложная работа памяти и ассоциирования того, что ты видишь, с тем, что ты испытываешь. То есть я когда смотрел на изображение на свое лицо, когда я слушаю там Лешину музыку, да, и ты говорил, я вообще совершенно не помнил, что у меня было что-то, что должно было вызывать такую мимику. Я подумал, боже мой, это у меня так часто такое. Даже когда я вроде сравнительно спокойно, что же с моим лицом бывает, когда я очень сильно напряжен, да, то есть для меня важно другое, для меня важно, что, допустим, ты или Настя, да, вы можете это воспринимать совершенно нормально, вот, не вызывает отторжения или там каких-то еще негативных эмоций. Я знаю, что у многих вызывало, да, и вызывает, вот, и для меня это ценно, да, и в этой работе тоже, да, то есть я в какой-то степени начинаю больше принимать себя. Когда ты себя не видишь со стороны, ты просто это не осмысляешь, да. А когда там тебя снимают просто там для каких-то, ну, там, не знаю, дома для домашних вещей, я говорю, всегда стараюсь снять что-то статичное, то есть там сядь ровно, там, улыбайся или просто спокойно. Ну, то есть все эти особенности с движением, напряжением, они все вообще практически, ну, максимально удаляют. Да? То есть там даже фотографии, где у меня чуть больше каких-то таких штук, они, как правило, мама их там прокрутит, убирает это, да, это прям. Главный вопрос
экзистенциализма, но дело не в экзистенциализме, а вот в этом самом вопросе. Это проблема того, что человек хочет и не может соответствовать самому себе. То ты постоянно ощущаешь некий разрыв. Ну, например, между тем, как ты себя мыслишь и как ты ощущаешь на самом деле. То есть мы тут с Верой как-то переписывались, и мы писали про то, что на самом деле человек очень часто себя обманывает, ему очень часто нужно осознание какой-то своей уникальности и не обусловленности культурой, иллюзия собственной произвольности. Да, что ты вот просто такой сам по себе. Не потому, что тебя так формировало семья, общество, язык, еще что-то такое. А вот ты такой сам по себе. И Толстой еще писал, что вот, чтобы что-то делать, мне очень часто нужна энергия заблуждения. То есть вот как раз это самая иллюзия. Он когда писал Анну Каренину, он кому-то писал, что пока я пишу, мне надо ощущение, что вот если я сейчас остановлюсь, то мир остановится. Мир перестанет, да, крутиться, все. Мир остановится. То есть он понимал, да, он как никто понимал, что это, ну, что это никогда так не будет, но вот какое-то ощущение повышенной значимости того, что он делает, ему было нужно. Шкловский писал, что октябрь Эйзенштейна — это ошибка. Но дальше он пишет, что эта ошибка — это неудача, которая нужнее многих удач. Про какой-то фильм Вертова он написал, что это плохой фильм, но дальше он пишет: любая плохая фильма Вертова лучше, чем хорошая книга Беллы Балаши. Мне не сегодня, а вчера приснился жуткий сон. Мне снилась куча русских рок-музыкантов, которые сидели и пили. Куда-то бежал толстый Юрий Шевчук, да. А потом Женя Суслова убила Юрия Шевчука. Он пытался там что-то то ли обнять, то ли броситься на Женю, а Женя опрокинула на рельсы, а рельсы были под током, да, и
недавно нашел подборку большую записей Всеволода Некрасова, Мгм. как он читает свои стихи. Он ее читает примерно так. Ночью вода, ночью вода, ночью вода, ночью вода, ночью вода. Отрывистость и такое вот повышение тона, которое очень интересно, оно же совершенно не задано написанием до того, как это графически выполнено. То есть там просто строчки без знаков препинания. И поэтому как-то думаешь, а откуда это вообще вот эта вот напряженность? Ночью вода, ночью вода, ночью вода, ночью вода. Совершенно неясно, потому что там же может быть и просто, да, ночью вода, ночью вода, ночью вода, ночью вода. Да. Микрофон не вводит в дом, кроме сумерек. Где не идет по дну, проверь меня задернутым горы. Не задернутым горы. Только белых мокрых кур поставь промник маховой. Только крышу снег и кроме крыши снега. Крышу снега никого. Но нежданно по квартире пробежит торжественный друг. Тишину шагами мира, тишину шагами мира, тишину шагами мира. Только больше найдешь, ты появишься в вере. В чем-то первом без причуд, в чем-то бред из тех материй, из которых убежит, из которых убежит. И кого не будет, кроме сумерек, один и тишина живет на задуманном городе. И затем